Всем героям большой-большой привет! Сегодня у нас с вами будет такой переходной обзор, скажем так, на варвара. И все это потому, что не получилось у меня за него поиграть без прокачанной кузницы. Очень много жетонов у меня было накоплено, достаточно для того, чтобы открыть сразу же 5-й уровень без использования суперов, 5-й уровень кузницы. И, соответственно, обзор на варвара у нас будет один единственный. Итак, по базовым характеристикам у нас идет что? Дополнительная продолжительность ярости у нас увеличена, скорость передвижения, немножко защиты и сложность у нас легко. И что же здесь? Здесь у нас есть, в принципе, такой достаточно немножко нестандартный, необычный момент, который мы с вами должны обязательно в свою пользу использовать. Итак, на 10 уровне у нас идет увеличение урона за каждый потерянный 1% здоровья. То есть, чем ниже показатель наших хелсов, то есть очков здоровья, то, соответственно, тем больше у нас будет урон. Для себя также это стоит обязательно отметить. Также на 20 уровне у нас добавляется немножко области, 10%, 5% к нанесению критического урона. Все герои у нас получают на 50 уровне прибавку в виде 12,5% к урону. На 70 уровне снова у нас вот этот показатель идет по повышенному урону за каждый процент потерянного здоровья. И, соответственно, все герои, которые разделяют вот эту фракцию природную, получают 5% шанс нанести 4-кратный урон, что является таким достаточно неплохим показателем. И своего рода это получается как усиление тех героев, за которых мы с вами играем. Например, в битве с боссом мы используем друида. Друиду эта глобалка, она в принципе хуже не сделает в любом случае, поэтому это для нас нужно в любом случае. То есть в очередной раз все сводится к тому, что все вот так вот по крупицам в этой игре собирается, и ненужного героя в игре в принципе нет. И поэтому нужно открывать всех, абсолютно всех по возможности, для того, чтобы вот эти глобальные усиления у нас с вами собирались в одну такую большую-большую нерушимую вот эту кучу, и, соответственно, все это нам будет приносить огромнейшую пользу. 120 уровень нам даст сокращение перезарядки на 2,5%. Ну и тут уже все просто. То есть, если у вас кап достигнут, вам, в принципе, от этого ни горячо, ни холодно в какой-то степени. Если кап у вас не достигнут, вам это будет большим-большим плюсом. То есть меньше камней можно будет поставить, например, или наоборот. Ну, в принципе, тут разобраться несложно. Капы знаем, поэтому все легко и просто. Если мы с вами откроем 140 уровень, то у нас также будет еще одна прибавка в виде дополнительного урона за каждый потерянный 1% здоровья. Что у нас здесь по скиллам? Высвобожденная ярость. Не знаю, правильно прочитал или нет, такое немножко сложное слово. При каждом 30-м попадании из основного оружия варвар набирает ярость на 6 ударов. Дальность действия применяется ко всему оружию. Если мы с первого уровня прокачаем вот этот скилл до последнего, то, соответственно, этот показатель у нас упадет с 30 до 22. Ну, в принципе, это неплохой такой скилл. Это его там фишка, конек, называйте как хотите. Поэтому, если вы делаете для себя этого героя основным, то почему бы и нет. Но, кстати, пообщался с опытными ребятами по поводу варвара, у кого он уже давно открыт. И пытались понять вообще, в принципе, область его применения, какие режимы ему наиболее подходящие, скажем так. И все как-то дружелюбно вот так вот сошлись на том, что вот этот режим, который у нас был
бегали, помните, может быть, на Пасху яйца собирали, там мы по этому фестивалю бегали. И тыквы, когда у нас был Октябрьфест вот этот. Соответственно, вот этот режим для него, он очень и очень такой комфортный. То есть он бежит, перед собой все ломает, разрушает, и область там у него, в принципе, неплохая. Ну, достаточно такой вот интересный, прям приятно за него поиграть. Вот, и не пробовал его варенье. Возможно, толк будет, но сомневаюсь в этом, потому что можно, конечно, попробовать. Кузница 5 уровня есть. В принципе, должен быть какой-то хотя бы, не знаю, может до середины там сложной арены получится дойти. Но понятное дело, что обычно он закроет вообще без труда, без проблем. Ну, то есть тут только экспериментировать и экспериментировать. Вам остается вот, в принципе, там ваши возможности в этом плане вообще ничем не ограничены. Мастер ярости. То есть у нас уже мы понимаем то, что все у нас подвязано на ярость, на то, чтобы вот этим здоровьем пожертвовать, чтобы у нас урона было больше. Соответственно, все у нас именно вот подвязано на вот эти показатели. Ярость увеличивает площадь на 20%, а также броню и скорость передвижения. Да? То есть вот этот скилл хотя бы чуть-чуть. Да и в принципе можно его и не прокачивать. По большому счету, вот так вот, если посудить. Если мы с вами будем играть, то в принципе, ну, от того, что у нас там вот эти 8% области прибавится, но может быть мы этого в принципе-то и не почувствуем. Вот, поэтому не ставим этот скилл в любом случае в какой-либо приоритет. Поэтому упускаем его из виду. Если он у нас мейн, то, естественно, мы его прокачиваем. Так, что у нас здесь по ульте? Убийство врагов заполняет ульту. Урон увеличивается на 50%. Скорость атаки. Размер. Вот это, кстати, очень интересный момент. Потому что когда у него ульта запускается, он становится таким прям огромным гигантелло. И вообще там прям интересно все это выглядит. Я покажу. Броня и передвижение увеличиваются. Масштаб уменьшается. Ну, то есть он становится больше, и, соответственно, угол обзора на карте у нас становится намного и намного больше. Стоит это прокачивать или нет? Да я думаю, что стоит, потому что урона много не бывает. Но также спешить не надо, потому что особого такого прям вот режима, который, вот это варвар, у нас такого в принципе нет. Ну, за исключением вот этих фестивалей на беготню. Точнее, вот этих событий на беготню. То есть, когда у нас запустится вот это событие, мы с вами варваров достанем и, соответственно, будем ставить рекорды по количеству собранных вот этих вот валют, скажем так. Будь то это яйца пасхальные, которые были на Пасху, либо тыквы мы собирали, ну вы поняли. Так, что у нас здесь в кузнице? Тут я особо, честно говоря, не заморачивался, поставил так, как вот просто на первый взгляд посмотрел, посчитал нужным. Ну, перезарядка мне, понятное дело, не нужна, потому что кап уже есть, да и в принципе урон в любом случае нам пригодится. Здесь ярость длится на 4 удара больше, возможно, этот показатель он будет эффективнее, то есть тут в принципе основная проблема в этой кузнице только решить, что нужно поставить. Либо здесь плюс 2 снаряда, либо на 4 удара больше у нас будет длиться ярость. Ну, я поставил плюс 2 снаряда, думаю, без разницы, пусть будет так. Продолжительный гнев. Это редкое глобальное усиление, по-моему, в единственном экземпляре. Оно нам дает прибавку к продолжительности эффекта ярости. Она у нас увеличивается на 5%. Никаким образом мы с вами это больше не увеличим. И, соответственно, нам это в любом случае нужно. То есть, у кого этот эффект открыт, тот, соответственно, будет наносить чуть-чуть побольше урона. Да даже на том же самом боссе. То есть, мы с вами идем бить босса, у нас ярость запускается после возрождения. И, соответственно, чуть-чуть больше мы с вами наносим этого урона. Итак, волчьи зубы.
При каждом втором ударе топорами призрачные волки появляются в направлении удара, нанося урон врагам, сквозь которых они проходят. И здесь нам с вами надо выбрать, что выбираем. 50% шанс на замедление врагов на 50% в течение 2 секунд, либо у нас будет 50% шанс пустить кровотечение у врагов. Ну, я поставил именно левую сторону, для меня это кажется как-то более эффективным. Но опять же, если нам есть чем замедлять, но нечем повесить кровотечение, то в принципе можно поставить правую сторону. Так у нас с вами будет больше урона в любом случае. Вот. Если наоборот, получается, есть чем навесить, повесить, точнее, вот этот кровоток, и нечем замедлять, вот, то, соответственно, мы ставим вот эту сторону. Запутался или нет, не знаю, но примерно суть вы поняли. То есть, чего нам не хватает, то мы, в принципе, с вами ставим и берем. Так, что еще? На что стоит еще обратить внимание при игре за этого персонажа? В талантах у нас с вами запускается в полную силу вот этот вот показатель, где вот топор фиолетовый. Дополнительный урон за каждый пропущенный 1% очков здоровья, у нас вот такой вот небольшой множитель появляется. То есть он мало того, что у нас в принципе эффективен на всех героях, но вот конкретно на варваре он уже у нас вступает в силу, потому что он в такую большую силу, то есть потому что он у нас складывается с остальными вот этими показателями. То есть в любом случае мы с вами должны каким-то образом это все дело использовать. Так, ну и по традиции давайте пойдем в подземелье. Запустим здесь, посмотрим, как это все выглядит. И, соответственно, постараемся в первую очередь собрать именно то, что нам нужно. Так, сейчас будем пытаться все это дело делать. Ну, кстати, по игре он мне чем-то напоминает мастера клинков БМ Самурай. Но своя фишка, вот эти вот его свои там приколюхи в виде вот этих вот потерянных очков здоровья, в принципе, это интересный момент. Каким-то образом нужно постараться все это обуздать, скажем так. Ну и, соответственно, если найти этому достойное применение, то почему бы и нет. Не могу сказать, что персонаж ужасный, наоборот, он очень интересный. Пробовал я, кстати, попытался за него поиграть в события гильдии, но вот тут почему-то не пошло. Тут он у нас не смог добить вот этот показатель, который я обычно набиваю там при игре за других героев. И, соответственно, этим он мне и не понравился. Итак, эволюция у нас с вами сейчас соберется, и мы с вами посмотрим, как у нас полетят вот эти волки. То есть, в принципе, никаких сложностей нет. Давайте прибавим еще урона. И вот этот вот момент, когда запускается ульта, он, конечно, эффектно все это выглядит. То есть у нас он становится сам по себе намного больше. Давайте области ему еще прибавим, потому что область ему, конечно, в любом случае будет нужна. Перезарядку тоже, в принципе, можно впихнуть. И все. Вот мы просто бежим на пролом. И даже если кто-то нам сейчас урон нанесет, мы потеряем чуть-чуть вот этих вот драгоценных наших очков здоровья. Соответственно, нам это будет только на руку. Поэтому нам станет намного легче, несмотря на то, что здоровья у нас уже не будет хватать. Также поставим удвоение. То есть пичкаем областью, пичкаем всем, чем только можно, и разносим все вокруг. Ну, к сожалению, нету какого-то там определенного режима, да, то есть вот эти события, они достаточно редкие, но в любом случае нам он с вами пригодится. То есть вот эти глобальные усиления, они нужны. Без них
никак. Ну, в принципе, вы видите все сами. Волки летят, волки замедляют. Мы наносим дополнительный урон. И вот уже область у нас, видите, стала намного больше. И, соответственно, уже все это дело выглядит намного интереснее. Вот такая вот прям каша своеобразная у нас получается. Но, естественно, если играть без вот этого режима, то все намного проще и приятнее. И, в принципе, выглядит все это намного-много мягче. Ну, вот такой вот обзорчик у нас получился. Сразу с эволюцией. Скажем так, кузницу нам игра поставила автоматом. Основное оружие нанесло у нас больше урона, чем что-либо, поэтому это, в принципе, неплохой показатель. Ну, вот как-то так. Вот такие вот сведения о данном герое. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Всем пока-пока.